Эта формация образовалась миллионы лет назад в результате эрозии, осадконакопления и других геологических процессов. Слоистые структуры песчаника волны представляют собой остатки древних песчаных дюн. Характерные закручивающиеся узоры возникли вследствие различий в минеральном составе слоев и длительного воздействия ветра и воды. Основной материал волны – это песчаник Наваха, сформировавшийся в юрском периоде около 190 миллионов лет назад. Мягкая структура и наклонные слои песчаника создали идеальную основу для формирования уникальных природных скульптур. Доступ к волне строго контролируется, чтобы защитить эту хрупкую природную достопримечательность. Ежедневно выдается ограниченное количество разрешений через систему лотерей, что позволяет сохранять первозданное состояние этого удивительного места. Путешествие к волне предоставляет редкую возможность насладиться сложным искусством природы, окунуться в фантастический ландшафт, словно пришедший из другого мира. Дорога гигантов, расположенная на северо-восточном побережье Северной Ирландии, является знаменитым и необычным скальным образованием, которое веками привлекает посетителей. Это объект всемирного наследия ЮНЕСКО и популярное туристическое направление. Это геологическое чудо состоит из приблизительно 40 тысяч связанных между собой базальтовых колонн, которые создают впечатление грандиозной мозаики или гигантской дороги, уходящей в море. Большинство колонн имеют шестиугольную форму, хотя встречаются и колонны с другим количеством граней. Высота некоторых колонн достигает 128 футов. Образование дороги гигантов относится к периоду около 50-60 миллионов лет назад, когда произошла активная вулканическая деятельность. Лавовые потоки остывали и затвердевали, сжимаясь и растрескиваясь, что привело к формированию характерных шестиугольных колонн. Процесс образования этих колонн до сих пор исследуется учеными. Местные легенды добавляют мистичности дороги гигантов. Согласно ирландскому фольклору, колонны были созданы великаном по имени Финн Маккул, который построил дорогу-мост в Шотландию, чтобы встретиться со своим соперником-великаном. Удивительный вид горных пород придает месту атмосферу сказочности. Кроме колонн, дорога гигантов славится живописными прибрежными скалами, пещерами и захватывающим видом на Атлантический океан. Она напоминает нам о мощи геологических процессов и демонстрирует красоту природы. 12 апостолов – впечатляющее скальное образование, расположенное вдоль живописного побережья штата Виктория в Австралии. Несмотря на название, сегодня их осталось всего 8 известняковых столбов, так как эрозия продолжает формировать и менять ландшафт. Эти возвышающиеся известняковые столпы высотой до 148 футов образовались в результате сложного геологического процесса, занявшего миллионы лет. Формирование началось около 20 миллионов лет назад, когда эта местность была покрыта морем. Постепенно накапливавшиеся морские отложения, включая раковины и останки морских организмов, уплотнялись и превращались в известняк. Эрозия, вызванная постоянными ударами волн Южного океана, постепенно формировала пещеры в скалах. По мере разрушения пещер оставались эти величественные каменные столбы. Эрозия продолжается, и некоторые столбы полностью исчезли, тогда как в будущем могут появиться новые. Хотя эрозия является постоянным процессом, известняковые скалы вокруг 12 апостолов состоят из более устойчивого типа известняка, называемого известняком Кэмпбелла. Этот прочный известняк частично защищает оставшиеся столбы от эрозии, хотя они все равно подвержены медленному разрушению. 12 апостолов не просто геологическое чудо, но и культовый символ Австралии, ежегодно привлекающий множество посетителей, желающих полюбоваться величественной силой природы вдоль живописного побережья Виктории. Валуны Моираки – кальное и завораживающее природное явление, найденное на пляже Коекоэ в регионе Отаго, Новая Зеландия. Эти валуны, часто называемые драконьими яйцами или инопланетными яйцами, имеют большие сферические формы и создают сюрреалистичный и зачаровывающий вид. Валуны Моираки представляют собой полусферы, образовавшиеся в результате накопления осадков вокруг центрального ядра. Процесс начался с отложения карбоната кальция и других минералов слоями в течение миллионов лет. По мере образования новых слоев осадок постепенно затвердевал, принимая сферические формы, которые мы наблюдаем сегодня. Особенность валунов Моираки заключается в их размерах. Некоторые из них достигают 10 футов в диаметре и весят несколько тысяч фунтов. Более мягкие аргиллиты и алевролиты, окружавшие конкреции, постепенно стирались, оставляя после себя эти огромные сферические камни. Валуны Моираки стали популярным туристическим объектом, привлекающим гостей со всего мира, которые приезжают, чтобы полюбоваться их величиной и необычностью
необычной расстановкой вдоль пляжа. Они представляют собой не только геологический феномен и имеют культурное значение для коренного народа маори, у которого есть свои легенды и истории, связанные с этими уникальными образованиями. Продолжающаяся естественная прибрежная эрозия медленно открывает и обнажает валуны Майраки, создавая непрерывное зрелище природного искусства. Их загадочный и внеземной облик добавляет им шарма и таинственности, делая их обязательным местом для любителей природы и любопытных путешественников. Вершины Пиннаклс, расположенные в национальном парке Намберг в Западной Австралии, представляют собой уникальное и восхитительное скальное образование, привлекающее посетителей со всех уголков планеты. Этот необычный пейзаж отличается тысячами известняковых столбов, поднимающихся над пустынной местностью, создавая зловещую и сюрреалистичную атмосферу. Башни формировались на протяжении миллионов лет в результате комбинации природных процессов, включая накопление ракушек и морских организмов, осадка накопления и эрозию. Когда-то эта область была покрыта морем, и со временем ракушки и организмы оседали в песке и известняковом слое. С изменением уровня моря и климатических условий обнажавшийся известняк подвергался разным этапам выветривания и эрозии. Ветер и дождь постепенно придавали известняковым образованиям четкие формы, которые видны сегодня, причем некоторые столбы достигают высоты до 11,5 футов. Различие форм и размеров Пиннаклс придает им уникальность. Одни столбы тонкие и изящные, другие массивные и крепкие. Цвет известняка варьируется от белого до желтого в зависимости от минерального состава и влияния внешних факторов. Формирование вершин Пиннаклс продолжается, и силы природы постоянно открывают и формируют новые столбы. Этот изменчивый ландшафт продолжает восхищать ученых и посетителей. Исследуя Пиннаклс, посетители становятся свидетелями удивительной красоты и сложности природных геологических процессов. Контраст между известняковыми столбами и окружающей золотистой пустыней создает сюрреалистичное и неземное ощущение, то делает это место обязательным для посещения всеми, ищет впечатляющие природные чудеса. Брайс-каньон, находящийся в штате Юта, США, представляет собой захватывающее и уникальное геологическое чудо, которое поражает посетителей своими сложными скальными образованиями и яркими красками. Несмотря на свое название, Брайс-каньон на самом деле не каньон, а комплекс естественных амфитеатров, высеченных на восточном краю плато Паунт-Сауган. Главная особенность Брайс-каньона – его худу, высокие тонкие скальные шпили, выступающие из амфитеатров. Эти худу образовались в результате совместных усилий морозного расклинивания и эрозии на протяжении миллионов лет. Процесс начинается, когда вода проникает в трещины известняка и замерзает, расширяя и оказывая давление на породу. Со временем этот цикл замораживания и разморозки разрушает камень, формируя острые гребни. С течением времени эрозия продолжается, и эти гребни превращаются в культовые худу, которые можно наблюдать сегодня. Цвета Брайс-каньона тоже завораживают. Скалы демонстрируют яркую палитру красных, оранжевых и белых оттенков, которые возникают из-за различных залежей минералов в известняке и влияния солнечного света на эти образования. Посещение Брайс-каньона позволяет гостям исследовать его обширную сеть тропинок, приближающих к худу и предлагающих панорамные виды на амфитеатр. Также предлагает астрономические наблюдения, так как он признан Международным парком темного неба, где отсутствие светового загрязнения создает уникальные условия для созерцания ночного неба. Скальные геологические образования, яркие краски и природная красота Брайс-каньона делают его незабываемым местом. Он символизирует силу эрозии и сложную красоту, которую природа способна создавать на протяжении миллионов лет. Цинги-де-Бемараха, национальный парк, расположенный на Мадагаскаре, является собой уникальный и почти потусторонний ландшафт, знаменитый своими остроконечными известняковыми образованиями, называемыми цинги. Само слово «цинги» происходит из малагасийского языка и означает «место, где невозможно ходить босиком», кая на острые, как лезвие, скальные пики. Национальный парк Цинги-де-Бемараха включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО и охватывает площадь около 608 квадратных миль. Здесь можно найти исключительное биоразнообразие, включая редкие и эндемичные виды растений и животных. Цингийские образования в парке появились в результате геологической эволюции в течение миллионов лет. Известняковое плато было сформировано эрозией, а дождевая вода вырезала глубокие трещины, ущелья и острые, как нож, вершины. Эти вершины, достигающие высоты до 164 футов, состоят из острых известняковых шпилей и пик, создающих сюрреалистический и захватывающий дух пейзаж. Прогулки по национальному
национальному парку Цинги-де-Бемараха требуют осторожности и использования специальных маршрутов, так как сложная местность и острые известняковые образования делают его непростым для исследования. В парке есть смотровые площадки и панорамные виды, позволяющие посетителям наслаждаться уникальной красотой и величием Цинги. Уникальные геологические особенности национального парка Цинги-де-Бемараха служат домом для различных видов растений и животных, многие из которых являются эндемичными для Мадагаскара. В парке обитают лемуры, рептилии, птицы и разнообразные растения, что делает его настоящим раем для любителей природы и исследователей. Посещение национального парка Цинги-де-Бемараха подарит вам незабываемые впечатления, перенося вас в доисторический и потусторонний мир, демонстрируя мощь геологических процессов и богатое биоразнообразие Мадагаскара. Скальные образования Маньпупунар, известные как «Семь сильных мужчин», находятся на вершине горы Маньпупунар в Печора-Илычском природном заповеднике между реками Печора и Илыч в России. Эти мощные каменные столбы считаются результатом действия природных сил, таких как снег, мороз, жара и ветер. Эти факторы разрушили то, что когда-то было горными хребтами, создав нынешнее образование. 6 колонн расположены на краю обрыва, а 7-я стоит отдельно. 7 сильных мужчин напоминают Мааи на острове Пасхи. Они также выделяются на фоне окружающей среды и создают атмосферу связи с древними цивилизациями. Некоторые люди связывают образование Маньпупунар с полярным кругом, в то время как местные легенды рассказывают о призраках и духах, которые собирались в этом месте тысячи лет назад. Согласно представлениям Манси, земля, на которой находятся эти образования, священная. Поскольку камни иногда издают странные звуки, некоторые считают, что это останки саамских великанов, которые пытались уничтожить Манси, или вагулов, как их называли ранее. Шаман, возглавляющий ритуал, увидел испуганную гору Йылпынер. От страха шаман уронил свой барабан, который начал вращаться, в итоге преобразовавшись в коническую гору Койпу. Канов, увидевших это, охватил ужас, и они мгновенно превратились в камень. Шаман тоже стал камнем. Стэн Эллисон из Бюро по управлению земельными ресурсами в Фармингтоне описывает дикую местность Аши-Селпа как место, где необычные формы, цвета и полное отсутствие растительности создают иллюзию другой планеты. Худу — это причудливо изогнутые скальные образования, рассыпанные по местности, которые добавляют ощущение чего-то ирреального. Худу — наглядный пример дифференциальной эрозии. Более твердые породы сопротивляются воздействию эрозии, в то время как более мягкие породы разрушаются, образуя шпили и неустойчивые вершины. В других участках почвы настолько рыхлые, что дождем вымываются вертикальные углубления, создавая запутанную сеть оврагов и ущелий. Заповедник Айши-Слеппа также хранит окаменелых черепах и крокодилов, напоминание о том, что 75 миллионов лет назад на месте нынешней выжженной пустыни находилось влажное болото. Таким образом, каждая из этих загадок и открытий погружает нас в удивительные истории, скрытые в недрах времени. Они открывают перед нами мир неизвестных цивилизаций, бросают вызов нашему пониманию прошлого и вдохновляют на дальнейшие исследования. Какие скрытые сокровища и новые открытия повлияют на наше восприятие человеческой истории? Оставайтесь с нами, чтобы вместе шагать навстречу неведомому и разгадать тайны, которые еще прячутся в глубинах времени. У меня есть интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. Китайской провинции Ганьсу. Расположенная высоко в Андах перуанская гора Винкунка, известная как Радуга, скрывает в себе множество ярких цветов, проявляющихся на протяжении миллионов лет. Она является частью хребта, сформированного пластиной Наска, которая уходит под южноамериканскую плиту. Яркие цвета склонов образуются благодаря присутствию следов металлов и минералов. Теплые тона создаются оксидами глины и железными сульфидами, а лавандовые оттенки появляются из-за аргелитов и опалов. Зеленые слои содержат феллит, насыщенный слюдой и хлоритом, а фиолетовые цвета обусловлены наличием алюминия и марганца. Хотя Радужная гора сейчас охраняется от старателей, привлеченных металлами в почве, она остается под угрозой. Мягкая почва склонна разрушаться под давлением ног, поэтому посещение этой горы временно запрещено для сохранения ее целостности. Скальные образования по всей планете показывают удивительное разнообразие форм и вызывают восторг как у путешественников, так и у любителей природы. От возвышающихся песчаников до древних
древних базальтовых колонн эти геологические феномены свидетельствуют о могуществе природных процессов, протекавших на протяжении миллионов лет. А теперь, друзья, я хочу сделать вам интересное предложение. У вас есть уникальная возможность стать частью нашей команды. Если вы владеете навыками видеомонтажа, можете озвучивать ролики на русском, английском и других языках, или же пишите интересные сценарии. Мы будем рады с вами поработать. Пишите в нашего телеграм-бота. Ссылка в описании. На сегодня это все. Благодарю за просмотр.